Привет, Арми. Недавно для мартовского номера GQ Корея BTS провели фотосессию, которая показалась мне невероятно интересной. В интервью с участниками, посвященном их нынешним методам работы и целям для нового альбома «Эрирнг», был один вопрос, который действительно привлек мое внимание, потому что он показался мне поворотным моментом в том, как Тэхён воспринимает Чингука. В кадрах со съемок мы также видим, как Тэкук позирует вместе, между ними есть определенная близость, которую трудно игнорировать. Это одна из вещей, которую я хотела подчеркнуть в этом видео. Мне понравилось видеть, насколько они близки, даже несмотря на то, что это было групповое фото. По какой-то причине от Тэкука исходила какая-то особая теплота. То, как Тэхён, казалось, постоянно смотрел на Чингука, как будто его взгляд никогда по-настоящему не отрывался от того, что Чингук делал рядом с ним. Даже если это был всего лишь мимолетный взгляд, момент казался таким искренним. Во время сессии вопросов и ответов участники также рассказали о своей военной службе. Каждый из них поделился личным опытом, рассказал о том, как они адаптировались к напряженному графику и о трудностях, связанных с тоской по жизни до военной службы. Но был один момент, который запомнился мне больше всего – их воссоединение во время временного отпуска. Тэхён, кажется, помнит этот момент как нечто очень значимое. Они могли бы помнить и другие вещи, но воспоминания о воссоединении с участниками группы, когда те еще находились на военной службе, самое запоминающееся. Когда Тэхён упомянул, что его воспоминания относятся к нескольким неделям до демобилизации, он с теплотой вспомнил, как Чингук плакал и изливал свою душу. Больше всего он помнил, как сильно Чингук хотел снова выйти на сцену и выступить. Слова Тэхёна показали, насколько сильно он заботился о Чингуке, как он видел и понимал его самые сокровенные чувства. Этот момент стал одним из лучших воспоминаний Тэхёна до официального демобилизации. Даже когда Юнги говорил о любви и страсти Чингука к музыке после того, как Тэхён поделился этой историей, атмосфера стала теплой и наполненной смехом. Чингук выглядел немного смущенным, он просто рассмеялся и сказал, что мало что помнит о том дне, хотя все знали, что они были там вместе. То, как Тэхён вспоминал, как Чингук плакал из-за того, что пропустил выступление, напомнило мне еще один момент. В своем интервью W Korea Тэхён однажды рассказал, как был тронут концертом Хобби и дуэтом с Чингуком. Он признался, что плакал от умиления, но также сказал, что держал это в секрете, потому что ему было неловко, и он решил сделать вид, что ничего не произошло. Когда Чингук наконец вернулся к выступлениям после службы в армии, эмоции были такими настоящими, не только из-за самого выступления, но и потому, что они наконец смогли снова увидеть друг друга вместе, которые любили больше всего. Тэхён даже поделился фотографией Чингука на большом экране в своей истории в Instagram. Он и Чимин с гордостью наслаждались выступлением. Учитывая, что самым запоминающимся воспоминанием Тэхёна была страсть Чингука к сцене, осознание того, что это тоже его тронуло, было невероятно трогательным. В их отношениях смешались гордость, эмоции и счастье. Видеть, как близкий нам человек возвращает себе то, чего он так жаждет, это чувство, которое трудно описать. Мы часто видим, как Тэхён проявляет заботу о Чингуке, как он рядом в решающие моменты, как он слушает и понимает. Когда он признался, что разговаривал и плакал с Чингуком после спора о продлении контракта, это еще раз показало, что их отношения построены на общении и заботе, а не просто на совместном времяпрепровождении перед камерой. Нет ничего прекраснее, чем видеть двух людей, искренне поддерживающих друг друга, заботящихся друг о друге, находящих радость в счастье других. Улыбка Тэхёна, когда Чингук сияет на сцене, достаточно, чтобы передать глубину этой связи. Отношений, которые теплые, уважительные и вдохновляющие, и именно это делает их моменты всегда особенными в сердцах поклонников. А когда мы видим все части этих моментов вместе, от фотосессий и интервью до истории об их службе в армии и стремлении на сцену, все это кажется объединенным общей нитью: рост, взросление и то, как их отношения развиваются с течением времени. Что делает это таким трогательным, так это не только слезы или застенчивый смех, это искренность в том, как они смотрят друг на друга. Тэхён вспоминает мелкие детали о Чингуке, Чингук неловко улыбается, пока рассказывает его историю. Это не просто история для заполнения интервью, это проблеск того, как они на самом деле существуют друг с другом. Военная служба, возможно, временно отдалила их от сцены, но именно в это время они поняли, что действительно важно. Их стремление к музыке, их стремление к ERMY и, конечно же, их стремление к единству как команды.
Когда Тэхён решил вспомнить, как Чингук плакал, потому что хотел снова выступать, это показало, как много эта мечта значила для них всех. Есть что-то поистине прекрасное в том, чтобы находить счастье в счастье другого человека. Не из-за внимания публики, не из-за похвалы, а из-за того, что видишь, как кто-то, кто тебе дорог, снова сияет. Выступление Чингука растрогало Тэхёна до слез. Искренние слова Чингука о желании вернуться на сцену, все это звучало по-человечески и трогательно. И, возможно, именно это продолжает трогать многих людей, не из-за домыслов или предположений, а потому что мы видим путь двух людей, которые растут вместе. От юных стажеров до артистов мирового класса, от тяжелых дней репетиций до моментов размышлений, когда они говорят о своих мечтах и страхах. Такие отношения не строятся за одну ночь, они рождаются со временем, из опыта, из разговоров, которые мы, возможно, никогда не услышим. Когда Тэхён говорит, что всегда помнит, чего хочет Чингук, это звучит просто, но смысл глубокий. Помнить значит заботиться, заботиться значит быть внимательным, а быть внимательным значит быть по-настоящему здесь и сейчас. Именно такие мелочи часто оказываются сильнее больших слов. В конце концов, больше всего во всех этих историях отзывается благодарность. Благодарность за то, что они могут вернуться. Благодарность за то, что их мечта стоять на сцене никогда не умирала. Благодарность за то, что, несмотря на плотный график, давление и жизненные перемены, они все еще могут вместе смеяться и с улыбкой вспоминать трудные времена. Эти поддерживающие отношения – фундамент, который делает их сильными, не просто как коллег, а как людей, прошедших вместе через многие этапы жизни. Видеть, как Тэхён гордо улыбается, когда Чингук блистает, видеть, как Чингук застенчиво смеется, когда рассказывает его историю, все это напоминает о том, что истинное счастье часто бывает простым. И, возможно, в этом и заключается смысл всего этого. Дело не в масштабе сцены, не в яркости света. Дело в том, кто стоял рядом с тобой, когда зажглись огни, кто помнил твои слезы, кто разделял твою радость, когда твоя мечта наконец сбылась. Эта история – не просто момент в журнале или воспоминание перед выпиской. Это история долгого, непрерывного пути, история двух сердец, выросших в одной среде и научившихся понимать друг друга. История единения, которая остается теплым, даже несмотря на то, что время и расстояние разделяют нас. И для нас, как для поклонников, наблюдать за всем этим – само по себе подарок, потому что в конечном итоге нас поддерживает не только музыка, но и история дружбы, поддержки и искренности, которые они проявляют. Именно это делает каждый момент более значимым, и именно это мы всегда будем помнить. Till I'm on top, yeah.